Всем добрый день! Вы на канале Татьяна Мертоглу «Турецкие узоры». Сегодня я вяжу вот такие вот тапочки. Тапочки в подарок это будут. Предстоящий год у нас год черного кролика. Поэтому начала рубрику «Тапочки в подарок». Первый зайчик или кролик, не знаю, как даже его назвать. Вот такой вот у меня получился. Планирую еще парочку тоже связать. Пока свяжем, как раз и будет Новый год. Значит, о тапочках немножечко. Верх я связала тунисским вязанием. Подошву связала спицами. В конце сошла на нет, закрыла и закрыла швом боковые стороны. Эти тапочки у меня получились на размер 39. Я их уже примерила. Значит, по поводу размеров сразу. В этот раз у меня нитки, сборник в ассортименте. Зайца я вязала, мохер у меня. Вот тонкий мохер. Остальные вязала акрилом, основу траву. Что я вам хочу посоветовать? Акрил у меня 240 метров, мохер, я не знаю, сколько он метров, тонкий обычный мохер вот такой вот. Ну, это я связала в надежде, что заяц распушится потом и будет такой пушистенький. Хочу вам посоветовать, если размер у вас, допустим, меньше 39-го, вот эту вот верхнюю часть, рисунок сам, ну и вот это вот боковушки, связать тонкими нитками. А где-то метражом 300-315 метров, тогда, соответственно, размер уменьшится, верхняя часть. Ну, а подошву уже можете вязать чуть-чуть потолще нитками. Ну и, соответственно, вот здесь вот мы удлиняем или уменьшаем размер. Вот так вот, что касается размера. Ничего, все получилось одинаково, несмотря на то, что мохер был тоньше, а акрил был потолще. Все лягло. Сейчас я вот сниму его с ноги. Смотрите, все ровненько лягло. Потом сначала свяжу по схеме. Схему, кстати, на зайцев подходящую найти не так-то легко. Сначала свяжем просто зайца, потом вот сделаем ему отдельно хвостик, такой вот шарфик, чтобы он у нас отличался. Думаю, ваши близкие будут рады такому подарочку под елочку. Вот так вот. Ну что, начнем сейчас вязать. Значит, вязала я тунисским крючком вверх номер 2,5. Подошву я буду вязать спицами номер 2,5. Что нам еще понадобится? Один маркер поставим на серединку, чтобы потом не искать, не запутаться. Обычный крючок, петельки будем набирать. Ну вот и все. Вот по такой вот схеме я вязала зайца. Схему я размещу в сообществе на канале у себя. И в Одноклассниках, как всегда, под фотографией в самых первых комментариях я вставлю схему. Вот так вот. Ну что, начнем. Начинаем вязание с мыска. Я наберу 17 петель на мысок. Воздушными петельками провяжем цепочку из 17 петель. Так, я провязала 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Теперь что я сделаю дальше? Чтобы сильно не закручивалась в мысок вязания, вот наша цепочка проходит, я ее вот так вот переверну. Вот так переверну и вот так начну набирать петли. Также в каждое звено вводим крючок и вытягиваем петельку. Вот у нас цепочка проходит. Я ее переворачиваю. Как по изнанке вроде бы набираю. Так, идем до конца ряда. С каждого звена вытягиваем петельку. Наберем петли. Провязали все, набрали петельки. 17 петель на спице. И захватываем ниточку по 2 петельки. Возвращаюсь с начала ряда.
Я буду использовать белый, не чисто белый, немножечко такой кремоватый цвет. Основной у меня синий цвет, зеленый и коричневый. Это основные цвета. Ну и добавочный у зайца немножечко одна ниточка черного, одна ниточка красного. Это такие вот. Теперь сейчас будем вязать зайца. Значит, чтобы не было сильно протяжек больших, чтобы не путались нитки, на каждый участок, вот смотрите, где этот заяц, вот здесь вот зеленая, вот здесь вот зеленая, и в конце будет зеленая. Где маленький участок, я здесь сделаю протяжку, а где здесь вот у него задняя часть широкая, я в конце зеленый подключу вторую ниточку. По метру отрезаю нитки. В конце каждого ряда я просто эту нитку беру и вытягиваю. Они не запутываются тогда. Точно так же здесь синюю подключу с этой стороны и с этой. Не протягивайте синий цвет. Сначала тапочка и через всего зайца в конец тапочка. Потом у вас сильно будет плотно. Если у вас даже сильно плотное получилось вязание, немножечко слегка на высоте сантиметров 20 подержите над паром. Оно истончится и разровняется рисунок. Только не растяните. Так, сейчас мы будем вязать, следующий ряд у нас будет трава, поэтому я сразу последнюю петельку зеленым цветом провяжу кромочную. Со следующего ряда начну делать добавки в конце, в начале ряда. Вот между двумя петельками есть такая перемычка. Из нее я буду делать добавку. И также сделаю, не довязывая 2 петли в конце ряда. Все, дальше вяжем обычные тунисские петельки. Вяжем так до конца ряда. Это второй ряд. Третий ряд провяжем также зеленым цветом полностью. Сделаем в начале и в конце ряда по добавке. Сейчас этот ряд довяжу. С 4-го ряда вместе с накидами у нас будет 23 петли в 4-м ряду. И я там начну вязать зайца. Осталось 2 петельки в конце ряда. Захватила, добавила одну. И последнюю ввожу крючок под 2 дужки. Здесь начало ряда, как всегда, затянуто немножко получается. Дальше развяжется будет легче. Захватываю. Все, вытащила. Придерживаем это все дело. И по 2 петельки возвращаюсь в начало ряда. Точно так же провяжем еще один ряд полностью зеленым цветом. Идем в начало ряда. Следующий ряд вяжем также зеленым цветом. 4-й ряд. 1, 2, 3. 4-й ряд. Вместе с накидами у меня будет 23 петли. Начинаю вязать зайца. У зайца я ряды буду отсчитывать с первого, буду говорить, начну. Зайца я буду вязать в зеркальном отражении. Этот смотрит сюда по схеме. Сейчас я буду вязать его в обратном направлении. Значит так, первая у нас петелька на спице. Убрала я свою скатерть, мешает она мне. Вторую провяжем. Делаем одну добавку. Три петли зеленым. Далее 4 петли белым. Подключаю новую ниточку. Раз, два. Перебрасываю вот так вот, чтобы не было протяжки большой. Четыре белым, одна зеленым,
8 петель белым цветом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Далее 3 зеленым. Здесь я вот отрезала нитку. Это что такое? Зеленый цвет. Еще один клубочек. Три зеленым. 2 белым. Одна. И одна будет добавочная белая. И оставшиеся 2 петельки провяжем зеленым цветом. Все. Возвращаемся обратно в начало ряда. По 2 петельки. Зеленый над зеленым, белый над белым. Немножко терпения, и получится красота. Поэтому в конце ряда ниточки повытягиваем, распутаем их. Все, так идем в начало ряда. Второй ряд узора я провяжу вместе с накидом зеленым цветом 5 петель. Первые 5 петель с накидом зеленым цветом. 2, третья у нас добавка из протяжки, вот ее сделала. 3, 4, 5. 4 белым. Одна зеленым. Далее вяжем белым. 8 петель провяжем белым цветом. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 белым. Далее 1 петелька коричневым цветом. Четыре белым. Так, не забываем подтягивать ниточки, поднимать. Три. Четвертая белым будет у нас добавочная. Из перемычки я ее делаю. 4 белым. И 2 зеленым. Оставшиеся петли зеленым цветом. Раз. Под 2 дужки. Вытянула. Захватила. И дальше идем по рисунку. Белый над белым, зеленый над зеленым. Вот смотрите. Сейчас я эту ниточку буду вот так вот просто вытягиваю. Вот все. Вытянула ее, чтобы она у меня не запутывалась. Вытащила ее. Все. Также и остальные провязала и вытащила. Ну, может быть,
Кому-то сложно, но зато результат вас порадует. Это был какой у нас второй ряд узора. Возвращаемся в начало ряда. Третий ряд узора. Первые 7 петель вместе с накидом мы провяжем зеленым цветом вместе с добавкой. 3 петли белым, 2 зеленым, 6 белым, 3, 4, 5, 6. 3 петельки коричневым. Раз, два, три. 4 белым. Раз, два, три. Четвертая у меня будет добавочная. И оставшиеся 2 петли провяжу зеленым цветом. Возвратимся в начало ряда. Захватываю по 2 петельки, возвращаюсь. Это был третий ряд нашего зайца, третий ряд узора. Идем в начало ряда. Четвертый ряд узора. В этом ряду я добавку делать не буду. Первые 7 петель провяжу зеленым цветом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 3 белым. 3 зеленым. 1 коричневым. 3 белым. 5 петелек коричневым цветом. Раз, два, три, 4, 5. Пропустила протяжку. 5. 5 коричневым, 3 белым. Добавки не делаю. Оставшиеся 2 петельки зеленым цветом. Это был четвертый ряд. Возвращаемся в начало ряда. Возвращаемся и вяжем, и распутываем, вытягиваем наши ниточки, чтобы они долго не запутывались.
Пятый ряд узора. Добавок я делать не буду в этом ряду. Первые 7 петель провяжу зеленым цветом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 3 петли белым. Две петли зеленым. Далее вяжем коричневым цветом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 10 петель коричневым цветом провяжем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 3 петли белым. Так, белую ниточку здесь еще одну подключу. Хотя, если ниточка тоненькая, можно через каждые 2 петельки сделать протяжку. Ну, я не стала этого делать. У меня махер, он толщину не делает, поэтому оставшиеся петли, 2 последних, я провяжу зеленым цветом. Это был 5-й ряд. Вот так вот вырисовываются. Возвращаемся в начало ряда. Идем в начало ряда. 6-й ряд узора. Значит, у меня всего сейчас 27 петель. Я сделаю последнюю добавку. Вы, если вам достаточно 27 петель, можно не делать. Заяц получится по одной петельке останется с краю у нас. У меня вот здесь осталось 2 петельки, у вас останется по одной, тогда у меня будет 29 петель. Вы можете на этом остановиться, больше добавок не делать. Я сделаю еще одну добавку, поэтому с расчетом добавки буду дальше называть начальные петли. 6 петель зеленым вместе с добавкой. Если у вас будет 27, соответственно, это будет 5 петель. 3, 4, 5, 6. Одна синим цветом основным. Одна зеленым. 6 петель белым цветом. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так. 9 петель коричневым. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 петли белым. Раз, два. И остальные до конца зеленым цветом. У меня вместе с добавкой будет сколько? 2, 3, 4.
Все, у меня всего 29 петель получилось. На этом добавки я закончила. Вы последние 2 добавки. Если у вас размер меньше 39, можете не делать, оставить 27 петель. Возвращаемся в начало ряда. Это был 6-й ряд. Вяжем. 7-й ряд узора. Первые 6 петель провяжу зеленым цветом. Одна синим. 8 петель белым. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель коричневым. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И оставшиеся петли провяжу зеленым цветом. Раз, два, 3, 4, 5, 6 у меня петель. Это был 7-й ряд. Возвращаемся в начало ряда. Вяжем. 8-й ряд узора. Первые 3 петли я провяжу синим цветом основным. Далее 2 зеленым. 2 синим. 10 петель белым цветом. Вяжем 10 петель белым цветом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 петель коричневым. Раз, два, 3, 4, 5, 6. 3 зеленым. Раз, два, 3. Оставшиеся петельки до конца ряда я второй клубочек синий подключаю. Вяжем синим цветом. Все, возвращаемся в начало ряда.
Это был у нас 8 ряд. 9 ряд узора. Первые 3 петли я провяжу основным цветом. Дальше 1 зеленым, 2 синим, 10 петель белым цветом. Раз, два, три, 4. Все равно оно закручивается, это все. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 коричневым, 7 петель коричневым вяжем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. 1 петелька голубым, синим, 1 зеленым, и оставшиеся до конца ряда я провяжу синим цветом. Так, это что у нас 9 ряд это был. Возвращаемся в начало ряда. Еще пока непонятно. Значит, что у нас на изнанке? Вот смотрите, я отдельно ниточки подключала. Вот так у меня на изнанке. Я когда провязываю, по ходу дела сразу хвостики заправляю, чтобы потом меньше было работы. Где здесь вот хвостик? Сейчас найду вам. Да вот он, хвостик есть. Вот сразу его под ниточками, чтобы они не мешались. Протянула, подтянула. Перевернула, под следующей ниточкой его подтянула. И вот так спрячем их все. Вот так вот. Все. Довязываем ряд. Идем в начало ряда. 10 ряд узора. Первые 3 петли я провяжу синим основным цветом. 1 петелька зеленым. 2 синим. 11 петель белым цветом. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 петель коричневым. Раз, два, 3, 4, 5. Остальные все петельки провяжу синим цветом до конца ряда. Это был 10 ряд. Кому начало и принцип вязания понятен, можете дальше продолжать вязать по схеме. Кто предпочитает попетельно, оставайтесь вместе со мной. Зеленая петелька, ниточка с травы нам уже больше не нужна, мы ее отрежем. Точно так же сделаем в начале ряда. Это была последняя зеленая петелька. Мы ее тоже отрежем, чтобы они не путались.
Довязываем синим цветом до конца, возвращаемся в начало ряда. Вяжем. 11 ряд узора. Первые 6 петель, вот до начала зайца, провяжем синим цветом. 4, 5, 6. 11 петель белым. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 коричневым. Раз, два, три, 4, 5. Оставшиеся петли вяжу синим основным цветом. Это был 11 ряд. Довязываем до конца, возвращаемся в начало ряда. Двенадцатый ряд. Первые 6 петель провяжу основным синим цветом. 11 петель белым. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 коричневым. Раз, два, три, 4. Остальные все до конца ряда буду вязать синим цветом. Вяжем до конца, возвращаемся в начало ряда. 12 ряд это был у нас. Довязываем. 13 ряд. Первые 7 петель я провяжу синим цветом. Дальше 11 белым. Шесть, 7, 8, 9, 10, 11. 11 белым, 2 петли коричневым цветом. Раз, два. И оставшиеся до конца ряда буду вязать все синим цветом. Можно уже подключить вот здесь по бокам белые ниточки и по желанию, где хотите, бросать вот такие точечки. Можете этого не делать, как хотите.
Все, вяжем до конца ряда синим цветом. Это был 13 ряд. Довязываем, идем в начало ряда. 14 ряд узора. Первые 4 петельки провяжу основным цветом. Дальше у нас будет вот такая вот точка, это типа язычка у него. Ее можно будет просто потом сверху вышить, можно сейчас не провязывать, но я ее провяжу. Кусочек взяла красной нитки. Одну петельку красным цветом провяжу. Можно просто оставить и потом вышить крестиком, сверху нашить. Далее 12 петель белым цветом. 12 белым вяжем. Три, 4, 5, 6. 12 петель провязали белым цветом. 2 петельки коричневым. Остальные все до конца ряда я буду вязать синим цветом. Довязываем до конца ряда, распутываем нитки и возвращаемся в начало ряда. Это был 14 ряд. 15 ряд. Первые 4 петельки я провяжу синим цветом. Если у вас было 27, значит 3. Понятно. Далее 3 белым. Четыре коричневым. У меня нить осталась далеко, поэтому я подвяжу новую ниточку. Три. Сейчас мы это перебросим. У нас дальше будет опять белый цвет. Четыре. 3 белым, 4 коричневым, 5 белым. Все. Все оставшиеся петли до конца ряда вяжу основным синим цветом. Это был 15 ряд. Довязываем до конца, возвращаемся в начало ряда. 16 ряд узора. Первые 4 петли синим цветом. Далее 3 белым. Шесть петель коричневым. Одна белым. Все остальные до конца ряда вяжу синим цветом. Так, голова у нас здесь.
Это 16 ряд. Довязываем до конца все петельки синим цветом оставшиеся. Возвращаемся в начало ряда. Осталось совсем немножко, голова до уши. 17 ряд узора. Первые 4 петли провяжем синим цветом. В этом ряду нам понадобится черная ниточка. Небольшую такую вот отрежем. Она буквально будет на несколько клеточек, поэтому полметра ниточки хватит. 4 синим, 1 черным цветом, 2 белым, 7 петель коричневым цветом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Оставшиеся петли до конца ряда вяжем синим цветом основным. Это был 17 ряд. Довязываем до конца, возвращаемся в начало ряда. 18 ряд. Первые 4 петли провяжем основным цветом. Я здесь уже снежинку одну добавила, белую точку сделала. Опять же, как я говорю, это по желанию. Так, далее черная нитка у нас. Вяжем носик. Две петельки черным. Первые 4 синим, 2 черным. Одна белым. Одна коричневым. Две белым. Четыре коричневым. Два, три, 4. И оставшиеся петли до конца ряда вяжем все синим цветом основным. Это был 18 ряд. Вяжем все оставшиеся синим цветом. 19 ряд. Первые 5 петель провяжу синим цветом. Первую петельку носика тоже перекрываем синим цветом. Далее 2 белым. Одна коричневая. Одна черная. Одна белая. Четыре коричневым цветом. Все, до конца ряда оставшиеся петельки вяжем основным синим цветом. Это был у нас какой 19 ряд. Довязываем до конца, возвращаемся обратно. Двадцатый ряд. Первые 5 петель провяжу основным цветом. Дальше 3 петли белым. Семь петель коричневым. И все. Два, 3, 4,
5, 6, 7. Остальные петли до конца ряда вяжу синим цветом. Это был 20 ряд. Довязываем, возвращаемся в начало ряда. Ой, смешной такой, без ушей. Ну, сейчас довяжем, будет красивый. 21 ряд. Первые 6 петель провяжем основным цветом, темно-синим. В этом ряду мне понадобится светло-коричневый цвет. Любой расцветки можно подобрать. Это вот мы серединку ушка сделаем. Светлее коричневого оттенить серединку ушка, поэтому какой найдете. Я вот такой вообще рябой нашла. Так, 6 петель синим, 3 петельки белым, 4 коричневым, 1, 2, 3, 4, 1 светло-коричневый, его назову. Видишь ты этот кончик, я... 2 коричневых. Оставшиеся петли до конца ряда вяжем синим цветом. 21 ряд это был. Довязываем. Возвращаемся в начало. Вот такая у нас зверушка получается. 22 ряд. Первые 7 петель провяжу синим цветом основным. Ну и бросаю кое-где белые точки. Далее переходим к голове зайца нашего. 4 петельки белым цветом. 1, 2, 3, 4. 2 коричневым. 1, 2, 2 светло-коричневым, 1 ушка, 2 коричневым, и оставшиеся петли до конца ряда буду вязать синим цветом. Это был 22 ряд. Довязываем. Вяжем до конца синим. Возвращаемся в начало ряда. 23 ряд. Первые 9 петель провяжу синим цветом. Белого цвета здесь у нас уже больше не будет. Далее 1 петелька коричневым. 1 черным. Поднимем ее крючком с-под низу. Одна коричневая, 1 черная, 2 коричневых. 2 светло-коричневых. 2 коричневых. Все. Оставшиеся петли до конца ряда буду вязать основным цветом синим. Это был 23 ряд. Заканчиваем его. Довязываем до конца, возвращаемся обратно. Вяжем.
24 ряд. Первые 8 петель я провяжу основным цветом синим. 5, 6, 7, 8. 2 коричневым. 1 черная. 2 коричневым. 2 светло-коричневым. 2 коричневым. Оставшиеся петли вяжем основным цветом. Это был 24 ряд. Заканчиваем его. Возвращаемся в начало ряда. 25 ряд. Первые 8 петель провяжем синим цветом. 3, 6, 8. 8 петель. 3 петли коричневым. Раз, два, три. 1 синим. 2 коричневым. 1 светло-коричневым. Светлым. 2 коричневым. Заканчиваем уши. Раз, два. Все. Остальные все петельки до конца ряда вяжем синим цветом. 3 коричневых, синяя, 2 коричневых, светло-коричневая, 2 коричневых. Оставшиеся петли провязываем синим цветом. Так, это был 25 ряд. Довязываем. 26 ряд. Первые 7 петель провяжу синим цветом. 4 петельки коричневым. Вяжем первое ухо, довязываем его. Раз, два. Синюю перебросим. 3, 4. 1 синим. 2 коричневым. 1 светлая, светло-коричневая. 2 коричневым. Все, второе ухо провязали. Оставшиеся петли до конца ряда вяжем основным цветом. Это был 26 ряд. Довязываем. Идем к финишу. Медленно-медленно. Вяжем. 27 ряд. Первые 7 петель провяжу основным синим цветом. Дальше 4 петли коричневым. 2 голубым, 2 синим. 2 опять 4 коричневым.
Все, до конца ряда вяжем все синим цветом. Так, 27 ряд. Еще у меня осталось пару рядочков и будет все. Довязываем. 28 ряд. Первые 7 петель я провяжу синим цветом. Три петельки коричневым. 4 синим. 2 коричневым. Остальные петли до конца ряда буду вязать синим цветом. Это был 28 ряд. Вяжем до конца синим. 29 ряд. Это последний ряд узора. Значит, в принципе, у кого размер меньше, чем у меня 39 получился, на этом уши можно закрыть. Дальше можно не вязать. Дальше можете вязать 2 ряда, просто однотонным цветом провязать еще 1-2 ряда. Я провяжу еще на ушке по одной петельке. Но я опять же говорю, что если вам этой длины будет достаточно, то можете на этом закончить уши, дальше их не вязать. По-моему, они достаточно длинные. Нужно было мне, в принципе, вначале так сделать. Ну, ладно. Так, сейчас, значит, что у меня получилось? По ширине 9,5 сантиметров мысок. И высоту. Сейчас, если я довяжу еще 2 ряда, он будет у меня 11,5 сантиметров. Так, довязываю я последний рядок. Первые 7 петель у меня синим цветом. Дальше 2 петельки коричневым. Остальные все петли до конца ряда я провяжу синим цветом. Все, ухо довязала. Одно вот это вот первое. Дальше все остальные вяжем синим цветом. После этого я еще пройду пару рядков синим. Вы можете один ряд всего лишь пройти. Опять же, ориентируйтесь по длине, высоте своего мыска, по своему размеру. У меня немножечко высоковатые они получились, как ботики. Значит, довязываем этот ряд до конца. И еще провяжем основным цветом 1-2 ряда. Я к вам вернусь и будем делать боковые стороны. Закончила я вязать мысок. Провязали нужную длину. Ну, после ушей 1 рядок или 2 рядка. Определитесь, сколько вы захотите. Теперь каждую половинку тапочка я буду оставлю на них по 12 петель. 12 и 12, 24. У меня было всего 29, значит, посередине у меня останется 5. 12 петель мне будет немножечко маловато для высоты. Я сейчас провяжу, вот смотрите, провязала 12 петель, возвращаюсь обратно. И с краю наберу еще по петельке. Всего я в длину провяжу 27 рядов. Как я уже сказала, это у меня был 39 размер. Вы по толщине своей нити примерите, какую вам нужна будет длину. 26, 27, опять же, 29, может быть, кому-то. Смотрите, сейчас первые 2 ряда, 12 петель, провяжу без прибавок. Пять, 6, 7, 8,
9, 10, 11. Последние под 2 дужки, как всегда. Так, 12 петель довязываю до конца. Первой на спице сделаю 1 накид. И дальше, как обычно, буду вязать. И такой же накид сделаю еще через пару рядков. И в итоге у меня получится 14 петель на боковой части. В этот раз обычно я увеличиваю задник с этой стороны, немножечко боковую сторону расширю. Но если у вас размер маленький будет, 37, 38, нога стандартная, то этого можно не делать. Оставьте также и вяжите на 12 петлях. Так, по 2 дужки. Все, 12 петелек. Возвращаемся обратно. Я сделала добавки еще по одной с боковой стороны. Провяжу 27 рядов, закрою последний ряд и точно так же через 5 петелек наберу 12 петель и провяжу эту сторону. Провяжем, когда 2 стороны тапочки, потом сделаем шарфик, украсим нашего зайца, чтобы он моднячий был, сделаем ему хвостик, ну это попозже. Так, вот он был накид у меня, я его провязываю. И через один ряд еще один такой же сделаю. И немножечко углубится боковая сторона. Понятно все, да? Вяжем боковушки. Заканчиваем обе стороны. Сначала вот правую, потом провяжем точно так же левую. Время от времени можно эти снежинки бросать, белые точки. Это же опять по желанию. Так, и крайняя под 2 дужки захватила. Так же, как мы вязали мысок, только однотонным цветом вяжем. Все, вяжем. Провяжем боковые стороны, нужную длину. Я к вам вернусь. Закончила я вязать одну половинку тапочки, боковушку. Теперь закрываем петли. Решила показать, кто вяжет первый раз. Вводим крючок, захватываем ниточку и протягиваем через петельку. Закрыли. Крючок ввели и протянули. Ввели, протянули. По одной закрываем. И последняя. Все. Теперь отступаем здесь 5. Раз, два, три, четыре, 5. Раз, два, три, четыре, 5. Также набираем 12 петелек. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 на спице. Вторая. Теперь этот хвостик, сразу его заправим по ходу. И точно так же провяжем эту половинку. Провяжем и закроем.
Все, набрали. Последние по 2 дужки. Возвращаюсь обратно. Первая петелька. И по одной обычным вязанием вяжем вторую часть, вторую боковую сторону. По одной. В конце ряда, я, так же как и в том ряду, я сделаю себе одну добавку, потом еще одну. У меня 39 размер, поэтому, как я уже говорила, я добавлю с боковой стороны еще по одной петельке. Сделаю накид и последнюю кромочную за 2 дужки. Все, возвращаюсь обратно, провяжу также. Потом что сделаю дальше? Значит, вот этот вот шарфик я махером тоненьким набрала, наберу 30 петель и провяжу все изнаночными. Изнаночная по лицевой, лицевые по изнаночной, изнаночными, чтобы он у нас закрутился вот так. Как она называется? Чулочной вязкой. Забываю я, извините, постоянно. Провяжу 2-3 ряда и закрою петельки. Сделаю такой шарфик. Ну, а потом уже сделаем маленький бубончик быстренько. Значит, сейчас что сделаем? Заканчиваем вторую половинку. 30 петелек наберем, приготовим отдельно, провяжем 3 ряда. Сделаем этот шарфик, чтобы у нас был готовый. Встретимся. Закончила вязать вверх, боковые половинки. Изнанка для тех, кто сильно хотел посмотреть. Вот такая изнанка. Все ниточки попрятала. Значит, что я сделаю дальше? Я сейчас пока сразу сделаю ему шарфик и бубончик сюда на хвостик, а потом начну уже обвязывать тапочек. Провяжу чулочной вязкой сколько сантиметров? Сейчас скажу. 10 сантиметров. Вот такую веревочку провяжу. Закрою петли. Уже думаю, это все знают, как вязать. Так, теперь сейчас мы его протянем его вот сюда вот крючком. Здесь нить не обрезала в конце. У меня тонкий махер, поэтому чтобы легко вытащить. Так, и сюда, и с этой стороны. Зацепим. Давай, вылазь. Вот так вот. Так, что сделаем дальше? Чтобы он не развязывался, можно здесь ниточкой прикрепить его немножечко. Вот так вот вниз опустим его и закрепим немножечко одним стежком. Вот такой вот будет шарфик у него. Так, теперь что? Помпончик, этот бубончик. Ай, простенько его. Все тоже, думаю, знают, как делать помпончики их. Я не заморачиваюсь. Так, намотаем нитку. Так, сложим, перевяжем это дело все. Еще раз завяжу. И подстрижем его. Разрежу нитки.
Теперь вот сделаем маленький такой бубончик. Вот так вот подстригаем, подстригаем, подстригаем. И потом вот этими ниточками, которые завязывали, пришьем его. Вот, какой вы хотите пышности, такой и оставляйте. Я сильно его большой делать не буду. Это вот 5 минут. Ой. Так, где еще подрезать? Да, вот тут вот снизу чуть-чуть подрежем. Так, теперь вот сюда пришьем. Но получился немножечко большой. Я его сейчас еще чуть-чуть подрежу. И двумя ниточками вот сюда ему пришьем. Вот, подрезала его, довела до кондиции. Теперь, да, вот сюда его в серединку протяну крючком. А потом эти ниточки можно в иголочку продеть. Можно просто взад-вперед повытягивать крючком, так примонтировать. Тянем вот так, разровняем его, смотрите, распушим, распушим. Все, теперь у зайца красивый зад. Ну и, соответственно, шарфик подтянем и подхватим ниточкой. Так, теперь дальше что будем делать? Обвязываем боковушки. Боковую сторону сейчас будем обвязывать. Далее, что я буду делать? Размотала на 2 клубочка двойной нитью. Наберу петли по всему тапочку. Буду набирать на круговые спицы. У меня 2 пары спиц одинакового номера. На одни наберу, а вторыми буду вязать. Ну, мне так удобно. Значит, отметим серединку, чтобы с одной и со второй стороны было одинаковое количество петель. Так, здесь у меня осталась ниточка. Я ее не обрезала, она мне нужна будет. Сейчас я в следующую петельку вот так вот протяну. А потом, когда буду возвращаться, провяжу это двойной нитью. Так, набираем петли в каждую подушку. Вот так вот вытягиваю по всему тапочку. По одной, по одной. Сейчас на спицу сразу их перенесу. У меня получится 66, 67, 133 петли в общей сложности. 131, 133. Сейчас посмотрю точно по всему кругу. Но я же как говорила, у меня размер 39. В натяжку на 40 пойдет. Ну, на 39 хорошо сидит. Так. Буду обвязывать вот такой вот мережкой. Я этим узором уже вязала. Он хорошо подходит для этой модели тапочек. Вяжется легко. Сейчас первый ряд наберем. И обратно в следующий ряд вернемся все лицевыми петлями. По лицевой стороне у нас будут, соответственно, изнаночные. Понятно, да? Набираем петельки и обратно возвращаемся лицевыми. Один ряд. Набираем. Набрали петли, вернулись обратно лицевыми петлями. По лицу у нас получились изнаночные. Далее вяжу мережку, вяжу двойной ниткой. У меня этот акрил в 100 граммах 250 метров. Так, что я здесь сделаю? Первую снимаю. Первую провяжу лицевой, чтобы не было здесь дырочек потом никаких. Теперь один накид. Одну снять не провязанной.
одну провязываю лицевой и набрасываю на нее непровязанную петлю, протягиваем. Накид, одну снимаем не провязанной, третью провязываю лицевой, непровязанную петлю, накидываем сверху, протягиваем через нее. Один накид, снять одну не провязанной, одну провязываем лицевой и протягиваем через непровязанную петлю. Накид, одну снять, одна лицевой, непровязанную петлю, протягиваем через нее. Накид. И так идем до конца ряда. Накид, одну сняли, одну провязали, непровязанную петлю накинули на провязанную. Накид, одну снять, одну провязать, протянули через снятую. Накид, одну снимаем, одну провязываем, протянули. Накид, снять, одну лицевой провязали, снятую петлю, через нее провели провязанную, протянули. Еще раз, так идем до конца ряда. Один накид от себя сделала, одну сняла, одну провязала, снятую петлю, протягиваем через нее. Все, вяжем так до конца ряда. Провязали до конца. Теперь изнаночная сторона, по изнаночной все возвращаемся лицевыми петлями. Все петельки будем вязать лицевыми. Накид я беру с-под низу, чтобы дырочка образовалась. Изнаночную лицевой, накид лицевой. Все вяжем до конца лицевыми. Спица у меня номер 2,5. Вначале говорила, но скажу еще раз. Так. Все подтягиваем. Дойдем до конца, ниточку обрежем. Белый цвет больше нам не нужен будет. Последнюю провяжу изнаночной. Так. Теперь синяя нить у меня осталась. Дальше буду продолжу вязать синей нитью. Переворачиваем. Провяжу 4 ряда лицевой, изнаночный со снятыми петлями. Петли буду снимать по лицевой стороне, изнаночную буду вязать изнаночными. Так, эту ниточку протянем по ходу вязания. Первую сниму. Так, первый ряд провяжу лицевыми. Ой, запуталась, девочки. Сейчас я буду вязать по изнанке, снимать петли,
а по лицу это уже по подошве. Узор одинаковый, просто в разных местах по-разному снимала. Значит, что я сейчас сделаю? После мережки все петельки провяжу до конца ряда лицевыми. В одно время вяжу еще другую модель тапочек, поэтому в голове иногда бывает путаница. Утром зайца, вечером другого цвета. Так, вяжем все до конца лицевыми. Провязали все лицевыми после мережки. Изнаночная сторона. Значит, по лицу будем вязать лицевыми. По изнанке первую снимаю. Одна лицевая. Одну снимаю не провязанной. Одна лицевая провязать. Одну снять. Одна лицевая. Одну снять. И так будем идти до конца ряда. Одна лицевая, одну снять. Одна лицевая. Одну снимаем. Одна лицевая. Одну снимаем не провязанной. Одна лицевая, одну снять. Одна лицевая. Одну сняли не провязанной. Так вяжем до конца ряда. По лицевой стороне будем вязать все лицевыми. Так я провяжу 4 ряда. 5-й ряд это у меня будет лицевая сторона лицевыми петлями. На этом я закончу и перейду к подошве. Вяжем бортики. Провязала нужную высоту бортика. Нить обрезала. Теперь подсоединила. Вот здесь ее подсоединила к серединке. Я начну вязать подошву на 13 петлях. Через ряд расширю до 19 петель. Если у вас размер маленький, можете или продолжать вязать на 13, или набрать еще по одной петельке 15 всего лишь подошву. У меня размер 39, поэтому я с 13 начну. Где она у меня? Вот так вот. И по одной немножечко расширю ее. Довяжу, не довяжу, а где-то 7 рядов. Потом в конце через ряд закрою по одной, сокращу. И последние 2 ряда в каждом ряду закрою по одной петельке и сойду на нет. Ну, до этого мы дойдем. Значит, сейчас что мы делаем? Вяжем подошву. На спице у меня 13 петель. Минуточку. Я немножечко провязала подошву, чтобы было более понятно, как это все получается. Это для тех, кто не знает этот узор. Смотрите, над провязанной петелькой мы будем ее снимать. Вот где у нас была не провязанная, пустая. Мы ее будем провязывать изнаночной. Значит, я начинала с 13 петель. Буду по одной делать добавку. Так, первая у меня была не провязанная. Провяжу ее изнаночной. Одна изнаночная. Одну снимаю не провязанной. Нить перед работой. Одна изнаночная. Одну снять. Одна изнаночная. Одну снять. И так до конца ряда. Мы начинали вязать первую, провязывали изнаночный. Следующий ряд мы будем начинать, первую будем снимать. И получатся эти чешуйки в шахматном порядке. Так, одну сняли. Одну провязали. Одну сняли. Одну провязали. Одну сняли. Одну провязали. Снять, провязать. Последняя петелька. Провязываю 2 вместе изнаночной. По лицевой стороне буду провязывать 2 вместе изнаночной.
по изнаночной стороне, последние 2 вместе буду провязывать лицевой петелькой. Изнаночная сторона, все петли вяжу изнаночными. Сделаю одну добавку. Вяжем до конца изнаночными. Так, последний ряд, ой, последняя петелька. Делаю одну добавку, последнюю снимаю и с петелькой с боковой спицы 2 вместе провяжу лицевой. Переходим на лицевую сторону. Добавку я провязываю изнаночной, чтобы там ни было. Следующая у меня по рисунку идет снятая. Я ее провязывала, теперь я ее снимаю. Далее 1 изнаночная, 1 снять, 1 изнаночная, 1 снять. Все, на этом все. Так вяжем всю подошву. Дойдем до конца, и там будем закрывать с каждого края по 2 петельки, чтобы сойти на нет, и швом соединим 2 половинки, 2 боковых стороны тапочка швом соединим. Так. Соединили 2 вместе изнаночные. Все, перевернули по изнанке, вяжем все петли изнаночными. Довяжем всю сторону. Я не довяжу 7 петелек, к вам вернусь. Заканчиваю вязать подошву. Вот такая вот у меня подошвка получилась. Значит, что у меня здесь осталось? У меня было 19 петель, здесь у меня осталось 6, 7, а здесь 8. Я буду закрывать в каждом лицевом ряду по 2 петельки, и последние ряды в каждом лицевом и изнаночном. И так сойду на нет. До 1 петли закрою. Первая на спице у меня кромочная. Первые 2 петельки закрываю изнаночной. Дальше вяжу по рисунку. 1 снимаю, 1 провязываю. 1 провязала изнаночной, 1 сняла. И также закрою в конце ряда. Если у вас количество петель на подошве больше или меньше, ну, разделите на 2 и, соответственно, какое количество петель оставить для закрытия, посчитаете. Ой, куда это я разогналась? Кромочная и предпоследние вот 2 петельки, 2 вместе закрываю изнаночной, и эти 2 вместе. Все, по изнаночной стороне вяжу изнаночными. Следующий ряд точно так же закрою. Первые сколько это получается, 5 рядов я провяжу в каждом лицевом ряду, а последние 2 и с этой стороны 3 ряда в лицевом и изнаночном по 1 петельке буду закрывать. В общем, закрываем, пока у нас не останется 1 петля.
Все, вяжем здесь изнаночными. Закрываем подушку. Так, что у нас тут? Последние две вместе. Развернулись. Первую снимаю. Две вместе провязываю, сокращаю. Дальше вяжу по узору. И также сокращу в конце. Понятно, да? По одной сойдем на нет. Все, дошла я до конца. Сошла на нет. Последние 3 петли провязала вместе. Теперь вытягиваем ниточку и соединим боковые части. Так, чтобы все совпало. Я буду соединять крючком, сшивать не буду. Сшивать только крючком. Вот так вот. Соединим, ниточку обрезать не будем. И этой же ниткой на 5 спиц, на 4 спицы наберу петли, закончить тапочек наш. Так, где тут у нас? Так, заглянуть, что там получается. Ну вот совпало, только сейчас надо эту нитку подтянуть. Так. Закрываем пятку, задник. Так, закрыла я это дело все. Так, что у меня получилось? Получилось у меня 23,5 сантиметра, почти 24. Он же еще растянется, поэтому на 39 проходит. Хотя 23 сантиметра на 37 по правилам, но они тянутся, эти тапочки, поэтому я просто первую пару, первый тапочек примерила на подружку, у нее 39 размер, сидел как влитой. Значит, дальше, что делаем дальше? Смотрите, я верх обвязала по принципу вот спущенный носок, как я на него сказала, назвала. Значит, наберу сейчас петли по тапочку, 64 петли я набрала. За заднюю дужку буду набирать. Первые 6 рядов провяжу все по кругу изнаночными петлями. Потом 4, раз, два, 3, 4, 4 ряда белым. Потом опять 6 синим. И последние 2 белым цветом и закрою. Вот и все. Оно хорошо тянется. И чтобы он был повыше, ну как ботиночек такой получится. Значит, набираем петли. Так, сейчас не под 2 дужки в этот раз, а вот за заднюю, за одну, за заднюю дужку буду набирать. За заднюю ж набирала, за заднюю, да. Вот смотрите, передняя дужка, она у меня на улице осталась. Так, набираем по кругу петли, по одной, по одной. Так, здесь понятно. Берем за заднюю дужку, вот за одну. Я набирала так. Впереди, вот у нас тут осталось
5 петелек под петельку. Я вовнутрь не проводила с под низу, под петельку набирала. Так, наберем петли. И что? И провяжем 6 рядов все изнаночными. Так, набираем, вяжем изнаночными. Заканчиваем обвязывать тапочек. Только начали, значит, провязали 6 рядов изнаночными все. Далее подключили белую нить. 4 ряда провяжем все лицевой. Далее 1 ряд синим лицевым. 6 рядов изнаночными. И последние 2 ряда белым. 1 лицевой, 1 изнаночный закроем. Все. Вяжем 6 рядов провязала изнаночным. Дальше 4 лицевым. 4 ряда провяжу лицевыми белыми. Еще раз повторю. 5 ряд синим. 6 рядов изнаночными синими. И закончим 2 ряда белым и закроем петли. Ну, по кругу лицевые и изнаночные показывать я столько времени терять не буду, потому что видео и так получилось объемное, можно сказать. Поэтому вот так вот. Тут это очень легко. Вот один калачик провязали, она вот так вот опускается, получается. Провязали изнаночными, между ними вставили лицевыми 4 ряда. Ну да, опять же по желанию. Если хотите повыше сделать, можете 3 раза изнаночные провязать. 3 калачика таких поставить. Это вот дело вашей фантазии. Довязываем до конца. Последний ряд закроем петли, сильно петли не затягивайте. На этом у меня сегодня все. Всем спасибо за просмотры, за комментарии, за подписки. Помогаете мне, канал продвигается понемножечку. Да, я этому очень рада, конечно. Я по возможности на комментарии стараюсь отвечать. Иногда они просто убегают, я их не все могу сразу увидеть. Поэтому раз в день я захожу, просматриваю все. Значит, довязываем, девочки. Думаю, что вам понравится это. Эту рубрику в мире животных я буду продолжать. Еще свяжу и зайца, и лисичку свяжу. Я помню, кому я что обещала. Все бы только успеть бы. Так, все, довязываем. Всем легких петелек. Всем мира и добра. Всего хорошего. До новых встреч. Увидимся. Вот так вот. Хотите так, хотите так. 2 брата. Пока-пока.